Мой сегодняшний герой – это человек, который никогда не следует за остальными. Всегда выражает свою точку зрения, умеет разговаривать без слов. Часто его сравнивают с Гогеном. А он, как фонтан, бьет из болота художественной ничтожности и продолжает творить мировые шедевры художественного искусства. Александр Онищенко – художник-импрессионист. А самое главное – выходец из Украины, из города Чернигов. Сегодняшнее интервью придет в авторской галерее Александра Онищенко, которая является центром творчества и вдохновения ценителей искусства. Саш, я знаю несколько интересных фактов с твоего детства, что молодой художник зародился в тебе, когда мама повела тебя на выставку незнакомого художника в Чернигове в 10 лет. А еще что твой папа мечтал стать художником. Ну да, это просто по кускам теперь будем выхватывать все, что я вспоминаю, но яркое впечатление – это чудо, которое видит и тебя заденет, и ты не можешь объяснить, что с тобой происходит, но тебя это остановит и завладеет тобой. Это посещение студии, которая была в храме, на верхнем куполе, и этот художник рисовал большой портрет Ленина. А я мальчик, ну я не знаю, 10 лет, это я примерно сейчас говорю, потому что, видно, в 10 лет все это началось, 9-10. И я спросил: дядя, почему у него губы красные? И услышал какое-то ругательство, но все равно мне уже это на всю жизнь оставилось. Меня выгнали, конечно. Но это запомнилось, и вот это зафиксировало, наверное, вот мое будущее. Вот я потому и говорю, что где-то меня назначили еще в самом начале. Потом с отцом. С отцом это, опять же, отец мечтал, он иногда красил. Это происходило, видно, в один и тот же момент. И оставил краски на диване. Ну и я взял их и начал мазать маленькую картиночку какую-то на досточке. Опять. И хорошо, что отец еще и в то время, это же фотоаппарат было тоже редкость, а он любил и фотографировать, и рисовать, но по-своему. И снял этот кадр. Я, может быть, на него бы и не вспомнил, мог бы врать о каких-то датах. Но есть фотка, где я сижу на диване возле картинки и пишу маслом. В 10 лет, в то время, где вообще краски считались недостижимые, а у него были трофейные еще с войны. Так что вообще все здорово. Тебя выгнали со школы. Почему? Меня не выгнали со школы, просто за успеваемость, за ту, которая была, меня надо было выгнать.
Но не выгнали или выгнали? Меня выгнали, но у меня родители, которые хорошая была повесть в этой школе, отец учился в этой же школе, его учителя еще старые знали, и он упросил меня взять обратно. И я доделал среднюю школу в порядке. И самое интересное, выгнали, конечно, я считаю, что школа была права, потому что у меня по 8 предметам были двойки. И самое главное, что я не то что тупил, мне было так неинтересно, это, скажем, ну не знаю предметы, но были предметы, которые я на 5 знал. Это алгебра, это астрономия, это рисование. Ну и труды и физкультура тоже на двойку, так что все в порядке, да. Это вот интересно, почему я сейчас осторожно отношусь и к людям, детям. В смысле, я детей не называю, потому что это маленькие люди. И потому это опасно определять оценками человека, потому что может кто-то думает иначе. Цель другая, и мы не можем разобраться в этом до сих пор, касаясь и взрослых мы понять не можем, а дети, с ними надо очень осторожно. И на своем опыте я пытаюсь осторожнее относиться и к остальным. Ты не поступил в художественный институт и утверждаешь, что это стало толчком к твоему становлению как художника. Это не стало толчком, это стало возможностью открывать что-то свое без руководящего и движущего чужого мнения. Вы остаетесь один на один с природой, по сути. Если у вас есть задатки творчества, вы просто развиваетесь своими ошибками, своими пробами. Это длительный эксперимент. Так возник мой черный холст, точно так же на экспериментах. Мы про него поговорим чуть попозже. Но все равно я об этом и говорю. Была бы школа, мне бы пришел профессор, дал по ушам, сказал нет. Но так это обычно происходит, потому что я, когда сейчас обучаю студентов своих уже, и они идут своим профессорам, им запрещают со мной общаться. Он нестандартный. Не, да, тоже нестандартный, потому что он же авторитет свой теряет. Он же стоит как профессор, у него есть свое видение, и он вам его впихивает. Но это неизбежно. Ну, ты против образования? Я за индивидуальное образование. И убрать массовость, потому что мы все разные, и мы по-своему все интересные. А общее образование ставится на канонах, которые иногда портят и то, что могло бы сохраниться. Они не успевают тенденции нового движения, нового дыхания. Я их хоть физически пытаюсь еще догонять, тоже отстаю, тоже, я не знаю, я признаю много, я уже не догоняю просто. Многие художники творят в депрессии. Я прошел это, потому мне же хорошо, почему я и опыт передаю, потому что нету запрещенных тем, все должно пройти через тебя, не можешь, не депрессируй, нету такого, не плачь. Это все надо при себя пропускать, и если есть возможность при этом творить и рисовать, я только аплодирую. Дело в том, что через искусство ты изучаешь сам себя, а это изучение бесконечно. Депрессия – это нормальное состояние поиска дороги, возьмите так. Да мы свое эго мы никогда не насладим, мы постоянно... Не мы обижаемся, не наши органы обижаются, а наше какое-то эго, которое неублаженное и что-то хочет постоянно. Так что надо разбираться в себе. И надо спрашивать, что депрессирует. И меня спасло, потому что я сюда приехал авангардным. Авангардным, потому что время перестройки было, свободы. Это офигенная штука, которую ты понимаешь, вот как в данный момент мне напоминает те 90-е годы, когда я сюда приехал. То же самое было. Вы не знали, что будет. Никто не знал, что будет, и начинало что-то новое. Пробовать. Вот, да, и я точно так же не назову депрессию, назовем это творчеством. И такое, и веселое, и глупое, и надсмешки. И все это было в таком авангарде, оно было такое комедийное немножко. Но и в один момент пришел человек и выбрал все мои депрессивные работы. Вот значит, кому-то это тоже надо. Так что ответ мой без ответа. Все имеет место быть, если это творчество.
Вся твоя жизнь связана со священными местами. Еще в детстве тебя увлекали старинные стены, какие-то тайные двери. Почему? И кладбище. И кладбище. Да, я же вернусь к этой своей школе. Я-то 8 класс. Сколько их там? 4 четверти, да? Я из них 3 не ходил в школу. Я дома говорил, что я иду в школу, а в школе говорил, что я болею, у меня проблемы с психикой, с сердцем. И угадайте, куда я ходил? Я ходил на кладбище, на старое кладбище. Я не мог объяснить, я не могу объяснить. Я ходил, что там делали? Не знаю, мне так было интересно, я читал названия. Я не мог понять, что такое означает там 1830 год. Я и читал имена эти, ну представь себе ребенку, 8 класс вроде созревания, у всех нормальные пуберты, там все мучаются, а я хожу по кладбищам. Я не смогу объяснить это. Саш, говорят, что ты создал новое выражение импрессионизма. Опять же, это, наверное, хаотично, когда первые годы, и было желание отделиться или озвучить. И так как я плохо говорил на английском, но мне понравилось слово «новое», во-первых, потому что всегда перемены, это все, первое слово это «новое», «new» сидит. Импрессионизм, я сочувствующий этому движению, потому что это единственный вид искусства, который чисто поставлен на эмоциях. Там нету разработок, нету эскизирования, там вот ты видишь, ты или цветом разговариваешь, как музыкант, музыкой. И новое. Вот и все. Произошел новый импрессионизм. Потом я начинаю понимать, что есть нео, есть импрессионист. Нью было сказано бродягой Онищенко, который безграмотный приехал в Европу и на рекламе на своей написал нью импрессионизм. Вот создание элементарное нового движения, хотя оно уже сегодня признается, но прошло 30 лет. Саш, ты часто в шляпе. Откуда появился этот образ? Я в душе снимаю и сплю без шляпы, все нормально. Но опять же, это не то, что тренд. Во-первых, я люблю. Я всегда, когда приезжаю в новую страну или на новую выставку, я первое, что посещаю, это какие-то магазины со шляпами. И всегда возвращаюсь плюс новой шляпой. Но это опять же желание выделиться. Я не знаю, хорошо это или плохо. Может, это как бы проявить индивидуальность. Вот желание выделиться, я не знаю. Я после школы в 1974 году ходил в цилиндре, в шляпе в Советском Союзе с тросточкой и ходил в свой детский мир, там, где я декоратором, художником работал. Я не знаю, как я выглядел для остальных. Мне было по барабану, мне видно было желание, эксгибиционист чистейшей воды. Саш, в твоей жизни было много учителей и наставников. Есть кто-то, кого бы ты хотел особо выделить, кто повлиял на тебя как на художника? Все учителя, которые мне сделали добро и подсказали. Я учусь, я смотрю. Я постоянно бегаю по музеях и ищу что-то новое. Так что сказать о старых мастерах и не учесть какие-то эксперименты новых мастеров. И когда я сейчас узнаю, хожу на лекции, прекрасные лекции не здесь, а в Украине, потому что там у людей, в основном, что интересно, на всех лекциях сидят девчонки, что для меня тоже нонсенс. Им интересно, но я узнаю такие факты, я знакомлюсь с такими профессорами, которые изучают по-другому. Какая была первая нарисованная твоя работа? Ну, когда я уже работал, и когда меня попросили до подарка какого-то коммуниста написать картину. Вот это уже я считаю, что меня, хоть я и считался художником-оформителем, но мне уже дали заказ картину написать. Какая она была? Ну, была реалистичная такая, но всем понравилось, и за это я получил премию, поездку в Югославию. Вот это было мне конец. Нельзя было меня туда пускать. Ты работал в Сибири и говоришь, что это была важная часть такая твоей жизни. И хотя в то время в Сибирь ссылали нежелательных для правительства людей. Да, почему? У меня сейчас как бы европейцы, я рассказываю о своей жизни, что я там был почти 6 лет, это неполных, там 5 лет и 7 месяцев. Все спрашивают, за что? Потому что ассоциации Сибири – это плохо. В тот момент пришел дедушка, без грибка, и предложил поехать
на интересную работу строить исторический музей в Сибири. Вау! Точно знал, откуда я знаю, какая Сибирь и что это такое. Сразу ассоциация медведей и холодно. Глушь. О том, как 500 непроходимых дорог, дорога, которая работает только, скажем, 2 месяца в году. Как я там оказался, объясните мне. А почему вы хотели там остаться? Ну, потому что жизнь совсем другая. Отсутствие, ну, сейчас там, ладно, гаджеты, а тогда были телевизоры. Отсутствие каких-либо телевизоров, отсутствие всего угодно, и ты становишься соучастью примитивной жизни, но еще и с деньгами. И мы там 3 года строили музей, а остальное нас уже не пустило, потому что, во-первых, длинный сибирский рубль назывался, и мы там потом оформили школу, оформляли какие-то вещи, и нас перевели потом... Да, потом мы удрали, потому что нас уже не выпускали, у нас паспорта забрали, не хотели нас отпускать, потому что мы были для них европейцы, по сути. Александр, знаешь, что после этого был этап техники черного полотна, связанный с Болгарией. И до сих пор точится дискуссия о том, кто был первым, Малевич или ты в технике черного холста. Очень ждал этого вопроса, потому что это как раз и провокация, и одни вопросы. Поднял уже много документации, и до сегодняшнего дня не было ни мне проказано, ни я не нашел именно старта этого всего. Банальные такие вещи, что был период, когда придумали тюбики для краски. Казалось бы, мелочь, но она облегчила и увеличила количество художников. Я хотел быть один, и происходили тогда перемены большие. Для многих это, конечно, уже история давняя, но был период перестройки. И в этот момент открываются границы. Понимаете, вот вы просто не сможете понять, что такое закрытые границы. Расскажу такую страшную вещь. Когда вы выезжаете с Киева и переезжаете в Тамбовск, вы обязаны в течение 3 дней стать на учет, на воинский, на все учеты. Вы должны были фиксировать. Если вы это не делали, вы нарушали законы, и за это могли просто посадить. Вот в таком я мире жил. А это люди не понимали, потому что они никуда и не ездили-то, по сути. Ну, на речку, самое большое, на дачу. Это были самые большие пути. Вот, и я, первая возможность, когда открывается граница, я вырываюсь на свободу. Имею собственную машину, беру дочку, которой 10 лет, безумец, и еду, куда глаза глядят. А в Болгарии было как просто хорошее место, где уже кто-то сказал, что можно там домик снять, там, и нас туда еще и позвали делать какие-то маленькие этюдики. Вот это было начало создания черного холста. Вот на этом черном, вот такая логика, я и в Одессе написал лозунг «Черный холст у Черного моря». Все совпадает. Вот и все. И там возник черный холст, а это был 89-й год, как сейчас помню, соответственно, лето. И я считаю, что с этого момента в мире произошел переворот, который пришел к людям уже в 90-х, потому что я с этим же холстом и со своим другом, с которым мы вместе это объявили, переехали в Чехию. Опять же, Прага была центром паломничества, посмотреть на социализм. И там стоит Онищенко на мосту с черным холстом. В день проходят 1000 людей. Первые люди, мне еще первые знакомства, мне писали благодарности. Иностранцы, когда уже появлялись гаджеты, так, чтобы не врать, тогда еще писать некуда было. Но к моменте, когда появлялись компьютеры, все это, меня начали вспоминать. Сегодня я столько лет называл это тайной черного холста, ходил, никому не скажу, я терпел. И в Америке на выставке какой-то я... Значит, что-то рассказываю, они мне говорят, сходи в магазин вообще-то. Я прихожу, у меня шок был, а это уже столько лет прошло.
Я смотрю, черные холсты, большие, маленькие, у меня был шок. Я понял, что секрет разболтал, вот и все. Но этого не было, 89-го этого не было. Не было созданных ни одних работ каких-то, ни в каталогах, не нашел я. Значит, так как мы тему не выбираем, значит, просто ты должна почувствовать материал. Это масло и понятие черного холста. Значит, закон черного холста, пускай у тебя хоть капля, но должна остаться оригинал этого холста. Он дает неописуемую дыру, которая чернее всего на свете. Уже если бы ты эту плоскость замазала, наверх черной краской будет казаться плоским все. Но не будет то, ради чего это делается. В общем, сам смысл интересного эффекта этого черного, здесь цветочек нарисовала, но это тяжело. Люди на это бросаются, потому что это первый эффект. Ощутить контраст. Контраст офигенный. Только на черном мы видим свет. Так в жизни. В темноте засвети спичку, она будет у тебя как факел. Днем ты свети, не имеет эффекта. Вот этот эффект и здесь. Берем цвета. Я взял очень мало цветов, но с них можно потом создать какую-то композицию. Бесконечность. Значит, бесконечность это какой-то туннель, да? Да. Это светлое будущее или... Мы только в светлое будущее. Да, светлое будущее. Значит, определяешь или точкой, или туннельно. Так, просто ты бери и нанеси, по крайней мере, где у тебя какой-то цвет начинается, а где-то заканчивается. Ты должна линии, мы под ней будем потом фантазировать. Ну, это фонарик, короче, да? Ну, по сути, да. Теперь ты должна кайфануть. Это цвета. И сейчас просто... Опача. Так, я просто показываю. И никогда не знаешь, чем это закончится. Вперед. Берется и ведется. Да, это ты теперь должна играться с этим. Вот вспомни детство золотое, где тебе было вообще пофиг, японский вообще. А мы же хотим создания мира. Оно должно быть светлое. Так, и смелее, да, и на палитре эти краски должны развешиваться здесь, не здесь. То есть я вот здесь да, здесь ты помешала. хорошо готовишь краску, и ее потом сюда переносишь. Ты ее здесь должна сотворить. Любой творческий процесс где-то рассчитан на 4 часа. Сейчас мы попытаемся все это оживить. Просто слишком много темного и сразу выдает какая-то незаконченность. Как бы мы начали, у тебя даже не было ни минуты страха или сомнения. Согласись. Я про это просто думала. Вообще был страх всегда, потому что кажется, Да, так ну ты почему ничего не сейчас? знаешь. Скажи, почему сейчас нету? Потому Потому что в тебя включена свобода. Вот и Да, всё. наверное. Потому что любой Плюс страх... еще нет, наверное, от учителя зависит. И очень важно попасть к людям, которые сразу ставят настоящее какое-то направление. И вот, знаешь, такие какие-то... Отделяющие. Да. Попробуй кто-нибудь сказать, что мы так не хотели. Оно получается сложность, там где-то поцарапано, где-то... В общем, поиграйся, я не знаю. Мне тут буквально 2-3 мазка, кажется, не хватает. Ну смотри, теперь уже вырисовывается. Куда его? Вот я не вижу, куда его давать. Что Вот, делать? это признак законченной работы. Что Когда всё. я не знаю, что делать, не делай ничего. Когда не знаешь, что делать, не делай ничего. Твое время на Карловом мосту ты называешь цветным. Объясни, почему. Ну, во-первых, это ассоциируется, хотя я там не был, но Монмартр, Франция, 30-е
годы это с фильмов. Это было, ну я не знаю, это было так интересно. Это разные люди, разные национальности, художники, мафия. В общем, это было так цветно и так многообразно, что я просто сейчас только понимаю, что мне просто повезло. Вот и все. Знаете, как говорят, время и случай на все. В твоей жизни был такой человек, с которым ты познакомился, сотрудник греческого посольства, Да. Константин Сократис, Сократис. который помог исполнить твою Откуда мечту. ты все знаешь? Который помог исполнить твою мечту. И, как я знаю, ты поехал на практику в Грецию. Казалось бы, вольный художник зарабатывает себе на пропитание на мосту, и вот случается. Это знакомство одно, второе, третье, и потом приходит и говорит на русском языке. Потом я узнал, что он консул, который уходит уже как бы на побывку. Они обычно по какому-то периоду уходят опять к себе домой. И он говорит, вот бы хорошо было бы купить картину, но у меня нету денег, ну как все. И я как-то, ну не знаю, с каким-то чутьем говорю, ну а я бы хотел бы поехать, а тогда еще же не было такой свободы большой. Скажем, в Чехию, это бывший соцлагерь, туда еще было без проблем, хотя я здесь был по польской какой-то визе, от руки написано и на базаре купленной, да. И он предлагает, я говорю, ну, сложности, как бы поехать. Он говорит, ну, если ты хочешь, приходи на консульство, мы что-нибудь придумаем. Все, он получает картинку, а я возможность, и он приглашает к себе домой. Но я вот все-таки не знаю, у меня вот чутьем было подсказано, что не надоедать людям. Я там пожил 3-4 дня и начал искать возможность, познакомился опять же на улицах питерским каким-то художником, который страшные вещи делал, но оказалось, что у него сын выставляется. Опять познакомился. И вот это опять всем я рассказываю, что любое знакомство вам для чего-то. Вы говорите про школы. Одна фраза вам может просто изменить всю вашу жизнь. Часто называют крыши домов в Праге онищенскими. Почему так? Это Опять все же, твои? Нет, дело в том, что просто вот преимущество заезжего, залетного, как назовите как угодно, человека, у нас более обостренный взгляд. Так как начали на мосту уже гонять, начали законы применять, там уже нелегально нельзя было продавать. Рисовать можно было, писать можно было, но продавать нельзя. Я долго не думаю, я не знаю, откуда это у меня берется. Я пошел туда, выше, где нету художников. Я залез к Пражскому граду, нашел себе местечко и начал там писать. А там было, ну, во-первых, это чудесно. И у меня даже идея была, что я по всему буду миру писать только картины крыш. Сумасшествие. Они просто раз, два, три, а оказалось, там уже и крыш-то нет. Но пришел опять момент модерный, и эти крыши, настоящие, керамические, поменяли на эпоху Брамакс. Брамакс – это фирма, это не реклама. И они все бетоновые, все остались только конструкции, но уже потерялась та патина, я не знаю. Ну, начала приходить сюда, я называю это эпоха Кока-Колы, и все начало обновляться и становиться все одинаковым. И теперь сегодня уже эту Прагу надо уже искать. Вдохнови своей историей молодых людей, которые вот хотят большого успеха. Как удалось мальчику с Чернигова добиться таких успехов и начать выставляться по всему миру? Это была Андорра, Мюнхен. Да, это уже потом как Америка. посыпало. А сейчас Что-то уже я пропустила. Андорра, Америка это опять была критерия. Бавария еще была. Бавария, это Германия уже, я беру ее вообще, тут деревня 100 километров. Это не совет, это, наверное, единственный путь, если вас это забавляет, ваше искусство и ваши эксперименты, то пользоваться любым моментом. Любую возможность выставиться, группироваться с кем-то, потому что я же это прошел, да, это будет плохо, будет кто-то сильнее, будет кто-то, это надо проходить, но это, если это не пройти, там дальше нету. А это и секрет, и самое главное, делать то, что вам нравится, это в первую очередь, я не знаю. Вот, проанализировав нашу беседу, могу сказать, что самое важное, что помогло тебе, что я для себя подчеркнула, это
не сдаваться и в каждом, наверное, разочаровании искать позитив. И это как новая ступенька для нового старта, можно так сказать. Да, и, наверное, единственное, то, что я могу одной фразой сказать, если вы не знаете, что делать, не делайте ничего. Саш, давай немного поговорим о женщинах. Твои музы, семья. Расскажи немного. Я не знаю. Но, наверное, больше чуда в этом мире еще не создано. Я начну свою теорию, которая может сюда и не годиться. Но разве это не чудо извините, но с какой-то маленькой субстанцией слизистой получаются люди с костями, с мозгами, с судьбами. Я до сих пор не могу этого понять. Я не ответил на вопрос, потому что ответа нету. Если это чудо, так давайте это чудо брать чудом и восхищаться. Божество, религия – это просто способы умирнить этот вопрос, но он не отдает ответа, ничего не дает ответа. Я сколько поездил, и вот советую при любой возможности и здоровье путешествовать. Ты как выходец из Украины, как ты можешь сравнить искусство европейское и то, что сейчас в Украине творится или производится, как правильно? Клондайк талантов, клондайк всего. И то, что было здесь в 90-х годах, сейчас это в Украине. Да, я не оставил ее, а наоборот, я закотвился там своими работами, и меня представляет Мандарин Мейсон. Потому что я считаю, что была там на выставке. Да, и я считаю, что один из самых таких кайфовых выставочных залов, хотя для публики неизвестное место, но я верю просто. А что считаешь своим домом? Украина или Чехия? Вот ты живешь на две страны. Нет, уже не на две страны. Укоренился Я здесь. 3 дня был во Франции, 3 дня назад, и мне там тоже как дома. Это плохо. Состояние Но вы не внутреннее. представляете, вот как кто-то говорит, ты дома, не дома. Не берите мне право, я сегодня здесь дома, а завтра буду где-то еще. У меня есть и мечта какая-то, которую не расскажу, но надо быть везде. Саш, благодарю тебя за приятную беседу, за такую целостность. И я думаю, что очень полезно будет для наших зрителей. Может, еще 2 слова. Желаю вашему каналу успеха, потому что то, что вы делаете, уже пытались делать многие, но так качественно и так интересно. Ой, спасибо, получается так не у приятно, всех. так приятно. Нет, я только за качество. Мне очень понравились ваши работы. Благодарим.